Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачного шоколадного торта. Його знають всі, це торт Прага, тільки з вишнями. Обов'язково приготуйте, і я просто впевнена, що він стане одним із ваших улюблених. Перед вами все те продукты, которые понадобятся для торта. Точное их количество, как всегда, найдете в рецепте. Смотрите его под видео в описании. Это продукты для крема, вишня для начинки, к ней еще понадобится сахар и крахмал, сироп для пропитки и отлежавшийся шоколадный бисквит. Его подробное приготовление было в прошлом видео. Сейчас на экране появится ссылка, и в описании над рецептом оставлю тоже. В первую очередь приготовлю вишню для начинки. Здесь у меня было 250 вишни с косточками, я их удалила, получилось 220. Отбираю столовую ложку сахара, остальное высыпаю к вишням. Этот сахар потом смешаю с крахмалом. Вишни аккуратно перемешиваю. Пусть они немного постоят, пустят сок, потом приготовлю начинку. А в это время сварю заварную основу для крема. Здесь сгущенное молоко. Добавляю к нему 1 желток, воду комнатной температуры, по весу столько же, сколько и желтка. И хорошо перемешиваю до однородности, чтобы желточек хорошо соединился с молоком. Ставлю на небольшой огонь и постоянно помешивая довожу до загустения. Кипятить ее не надо, можно довести до кипения, до первых булек. Но этот момент лучше не упустить, потому что желток заварится и заварная основа пойдет хлопьями. Поэтому если вы первый раз делаете этот крем, то лучше доводить ее просто до загустения. Вы это почувствуете венчиком. Вот молоко нагревается, сразу эта масса становится более жидкой, я думаю, заметно. Потом начнет густеть. Когда варите заварную основу с добавлением крахмала, вот ее надо прокипятить хотя бы полминуты. С крахмалом яйца или желтки, на чем вы будете ее готовить, не завариваются, не сворачиваются в комочки, и крем получается однородный. А вот без крахмала кипятить не надо. Вот появляется пар. Можно еще уменьшить огонь. Пусть выпаривается лишняя влага, но не доходит до кипения. Уже начинает густеть, после венчика просматривается донышко. Я не засекаю время, потому что посуда у всех разная, и огонь тоже. Смотрите именно на заварную основу. Сразу же выключаю огонь, и еще на горячей плите, у меня чугунные решетки, они долго сохраняют тепло. Немного прогреваю, постоянно помешивая. Вот смотрите, какая однородная по цвету и по консистенции получается масса. Видно, что загустела. Все, снимаю с плиты, переливаю в пиалку и накрываю пищевой пленкой в контакт. В таком виде оставляю до полного остывания, до комнатной температуры, до температуры сливочного масла. Пока сварила заварную основу, вишни уже пустили немного сока. Можно ставить на небольшой огонь и доводить до кипения. Тоже постоянно помешиваю, но аккуратно, чтобы не подавить вишню. И старайтесь для начинки вишню выбирать не крупную. Не крупную, плотненькую. Сейчас выделится еще больше сока. Сахар растворится. Только-только дойдет до кипения и добавлю остальной сахар с крахмалом. Ковшик глубокий, вам не очень видно, но старайтесь посуду брать небольшую, чтобы вишни занимали все донышко. Тогда выделившегося сока будет достаточно для их проваривания. Так вот, начинается подрагивание. Делаю огонь самым минимальным, можно вообще выключить. Высыпаю сахар с крахмалом и хорошо перемешиваю. Еще раз повторюсь, саму вишню варить не надо. Как только заметили, что сок начинает кипеть, вот появилось самое минимальное кипение, сразу же добавляйте сахар с крахмалом. Вот теперь можно немного увеличить огонь и постоянно помешивая довожу до кипения. Проварю полминутки и выключу. Отбрасываю их на сито. Желе потихоньку скапывает, оно нам тоже понадобится для торта. Бисквит после отлежки остается мягким. Также пищит под пальцами. Разрезать буду струной. Высота бисквита получается 6 сантиметров. Ножом на бисквите сделала метки по 2 сантиметра. И чтобы струна совпадала с этими надрезами, под бисквит подложила подложку.
заправляю струну в надрез и разрезаю. Струной его разрезать очень удобно. Справится даже новичок. И вот такой он получается в разрезе. Красивый, шоколадный, пористый. Посмотрите, насколько мягкий. Точно так же разрезаю и оставшийся. Сверху бисквит придерживаю, слегка надавливая. Видно, что бисквит выстоялся, не крошится, осыпаются только боковые крошки. Обязательно дайте бисквиту отлежаться хотя бы ночь. Пусть его структура окрепнет, он тогда хорошо и ровно разрежется, не будет крошиться, хорошо пропитается, возьмет в себя всю порцию сиропа и не размокнет. И вот такие получаются ровные коржи. Теперь его надо просиропить. Это донышко бисквита, середина и верхушка. В такой последовательности буду собирать и торт. Сироп я приготовила как обычно. Воду с сахаром закипятила, остудила и добавила десертную ложку коньяка. Вся эта порция у меня уйдет на бисквит. Он хорошо в себя его впитает, потому что отлежался. Так, верхний корж сироплю не со стороны среза, а именно сверху. Потом поймете почему. По краешкам тоже хорошо прохожу, чтобы бока не были сухими. Пока убираю, пусть пропитывается, а я приготовлю крем. Масло у меня жирностью 82%, в пачке 200 грамм. И столько же его надо по рецепту. Но я возьму на 15 граммов меньше. Этот кусочек масла я потом добавлю в глазурь. Масло комнатной температуры. И точно такой же температуры заварная основа. Уже полностью остыла. Кстати, хочу вам показать. Заметно, что стало намного плотнее. Однородная, правильно сварена, без комочков и плотненькая. Также в крем добавлю еще столовую ложку сгущенного молока, 25-30 грамм. Таким образом он получится немного легче, меньше масла и больше сгущенки. Вот такое должно быть масло, легко продавливается венчиками. Не надо его согревать до пастообразного состояния, иначе оно не взобьется до пышности, а будет взбиваться и останется жидким. Взбиваю сразу на невысокой скорости, на средней, до однородности. Потом ее увеличиваю и взбиваю до посветления и пышности. На взбивании масла время не экономьте. Чем дольше вы его взбиваете, тем меньше его вкус чувствуется в креме. Когда масло своей консистенции уже напоминает крем, выливаю сюда сгущенку. Она тоже должна быть комнатной температуры. И просеиваю какао. Разбиваю все эти комочки, чтобы крем был более однородным. Немного перемешиваю, иначе оно поднимется в воздух. И продолжаю взбивать. Во время взбивания зачищаю миску, так крем приготовится быстрее. Вот теперь можно добавлять заварную основу. Поделю ее где-то на 3 приема. С заварной основой долго взбивать не надо. Только она хорошо соединяется с маслом и достаточно. Добавляйте следующую порцию. Взбиваю на самой высокой скорости. В конце приготовления добавляю коньяк, десертную ложку. Не бойтесь добавить коньяк, его здесь совсем чуть-чуть, а вот крем получится более ароматным и вкус его будет намного богаче. Все, крем полностью готов. Несмотря на то, что здесь масла меньше, сгущенки больше. Посмотрите, какой он получается гладкий, пышный, воздушный. 60 грамм крема. Сразу же оставлю для покрытия торта, для выравнивания боков. А остальное поделю на 2 коржа. Получается где-то по 150 грамм. Крем наносите как вам удобно, лопаткой или мешком. И начинаю собирать торт пока без кольца. Так удобнее оформить нижний корж. Выравниваю слой крема и выкладываю вишню. Поделю ее на 2 равные порции. Немного вдавливаю. И еще она дополнительно придавится следующим коржом. Вот теперь обнимаю ацетатной пленкой. Затягиваю кольцом для сборки торта плотненько по диаметру бисквита. Видите, кольцо разъезжается, поэтому, как всегда, закрепляю зубочисткой вот таким вот образом.
Накрываю средним коржом. Вот посмотрите, как он хорошо пропитался. Сироп прошел даже на эту сторону. Придавливаю, выравниваю. И снова также крем и вишни. Вот такая вишня получается более сладкая, нежная. И не надо добавлять ее очень много. Она должна здесь только дополнять вкус и слегка оттенять сладость торта. До самых краешков не ложите, чтобы не выдавливался сок и не тек по боку торта. И вот верхний корж разрезом кверху. Снова выравниваю, хорошо придавливаю, пусть там прослойка крема выровняется. Видите, этот корж я так обильно не пропитывала сиропом, как нижний и средний. Потому что сверху надо еще нанести вишневое желе. Оно его тоже хорошо пропитает. Сейчас я им заполню все поры. И вот здесь вот смазываю бисквит уже до самых краешков. Смотрите, как он хорошо впитывается. Затягиваю пищевой пленкой и ставлю в холодильник. Пусть он хорошо стабилизируется. Вот это желе впитается и можно будет украшать. Для покрытия нагрела сливки. До кипения не доводила. Грейте до тех пор, пока над ними появится активный пар. Высыпаю сюда шоколад. Хорошо перемешиваю и оставляю где-то на минуту, пусть он нагреется. Теперь все это перемешиваю венчиком до однородности. Сюда же мягкое сливочное масло, чтобы эта масса была более текучей и лучше застывала. Это как раз тот кусочек масла, который я не доложила в крем. Снова перемешиваем, и получается вот такая вот однородная, в меру текучая масса. Прошло 3 часа, торт хорошо выстоялся, крем стабилизировался. Можно покрывать его тем кремом, который я оставляла, и заливать глазурью. Крем вместе с тортом простоял в холодильнике. Но я его достала заранее, согрела до комнатной температуры, не перемешивая. Если будете перемешивать холодный крем, он отсечется. А так он остается гладким, однородным, таким, как был во время приготовления. Выравниваю бока, заполняю все пустоты. Много крема наносить не надо, только чтобы выровнять. И оставшийся наношу сверху. Здесь его совсем чуть-чуть, но этого будет достаточно. Растягиваю тонким слоем. Вот посмотрите, как хорошо застыло вишневое желе, впиталось в бисквит. Можно сказать, что за кремом и не тянется. Выравниваю, чтобы хорошо легла глазурь. И в таком виде снова ставлю в холодильник где-то на полчаса. Здесь тонкий слой крема, он быстро застынет и можно будет украшать дальше. Глазурь еще немного подогрела на самом маленьком огне. Получается она вот такая вот текучая и только чуть-чуть теплая. Крем под такой глазурью не растает, но выравнивать, растягивать ее надо побыстрее. Растягиваю палеткой. Можно решеткой немного постучать, чтобы глазурь хорошо растеклась. А по бокам выровнять ее палеткой. Вот эту глазурь, которая стекает, можно собрать и использовать для украшения. Или для более выраженного рисунка приготовить белую. Можно просто взять белый шоколад. Аккуратно перекладываю торт на подложку. Я ее предварительно накрыла полосками бумаги. Украшение опять-таки самое простое. Это у меня белая глазурь, осталась от прошлого десерта. Я ее разогрела и украшаю ее еще сверху рисовыми шариками в шоколаде. Они хрупкие, нежные, мягкие, совсем не такие, как посыпка для паски. Вот теперь, когда глазурь уже не стекает, убираю эту бумагу. Пусть глазурь застынет, и можно будет нарезать и подавать к чаю. Этот торт, как и любой другой, лучше приготовить сегодня, а подавать уже завтра, на следующий день. За это время смешаются все вкусы и ароматы, он хорошо пропитается и станет намного вкуснее. Торт очень вкусный, в меру сладкий, шоколадный, хорошо его дополняет вишня. Также шоколадную глазурь не советую заменять шоколадом или другим покрытием. Она такая же нежная, как торт, и хорошо сочетается с пропитанным бисквитом и вишневым желе. В этом торте все гармонично.
сочный бисквит, легкий масляный крем. И если хотите, чтобы он был менее стабильным, то достаньте его из холодильника за 15-20 минут до подачи. Готовьте с удовольствием, наслаждайтесь таким нереально вкусним тортом і приятного вам чаєпітія. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.